Всем привет! Сегодня в ремонте активный сабвуфер SYZX. Он уже побывал в ремонте, это видно по пайке и подплавленному разъему предохранителя. Начну проверку с диодов. Далее прозвоню ключи блока питания, ключи раскачки, шим-контроллер, прозвоню выходные транзисторы и цементные резисторы. С диодами все в порядке. Перехожу к замеру транзисторов блока питания. Очень низкое сопротивление между выводами. Оба транзистора под замену. Далее шим-контроллер TL494. Проверяю, нет ли по питанию заниженного сопротивления. Все в порядке, но не факт, что шим работает. Выходные транзисторы не пробиты, резисторы не в обрыве. Внешних прогаров на шим-контроллере нет. Но есть обуглившийся резистор. Чтобы узнать номинал, я прозвоню путь от шим-контроллера до резистора, попутно проверю диоды. По типовой схеме включения видно, что резисторов два и номиналы у них одинаковые. Нахожу на плате второй резистор. Вот он, его номинал 47 Ом. Фронт работы понятен. Восстанавливаю дорожки и меняю неисправные детали на новые.
После того, как я все восстановил, не впаивая новые транзисторы, решаю проверить, работает ли шим-контроллер. Для этого использую осциллограф. На пятом выводе отчетливо видна пила. Это хорошо. Смотрим, есть ли меандр на первом и втором плечах. Меандр отличный. Теперь запаиваю транзисторы, поставлю на место радиатор и попробую подключить к ЛБП. Все отлично, но есть одно «но». Потребление очень высокое. Причиной стал вот этот трансформатор. Из-за дешевизны сборки трансформатор просто висел в воздухе, и из-за вибрации внутри витков возникло короткое замыкание. Так как стоимость данного усилителя небольшая, нецелесообразно перематывать или покупать новый трансформатор. Поэтому я нашел положение, в котором витки не замыкались, и залил холодной сваркой. Время для тестов.
дует нормально. Отработал он около часа и был отдан клиенту. На этом ремонт завершен. Спасибо за просмотр. Всем пока.